Всем привет! Вы на канале Дневник путешественника, где мы делимся с вами своими отзывами об отелях по всему миру. В самый разгар сезона мы решили проверить уровень отдыха и обслуживания в некоторых популярных отелях Шарм-эль-Шейха. Начали мы с отеля Sunrise, которые стремятся составить конкуренцию сети Rixos, и выбрали наиболее новые отели, которые сейчас у всех на слуху, а именно отели Римал Resort и Римал Beach. Первую ночь мы остановились в отеле Sunrise Rimal Resort, который прошел частичную реновацию в 2021 году. Расположен он на второй линии в бухте Рас Насрани, всего в 10 минутах от знаменитой Сохо Сквер. Прибыли в отель мы в 6 утра, и первое впечатление было достаточно приятным. Работники рецепции предложили присесть за столики и пройти заселение в более расслабленной обстановке, угощаясь вкусным кофе. На рецепции стоит новая велюровая светлая мебель, общая концепция выдержана в стиле санрайзов, но при этом вы можете заметить где-то частично облущенную плитку, штукатурку на ресепшене, разбитые люстры, где-то частично сломанная мебель. Из того, что не понравилось, это очень грязные столы на рецепции, прямо с пятнами от чашек и стаканов. Из плюсов хочу отметить, что стараются заселить максимально быстро. Конкретно в нашем случае ключи от номера мы получили уже в 10 утра. Пройдя через ресепшн, вы попадаете на основную территорию отеля Sunrise Rimal. Она достаточно компактная, но очень классно зонирована. Отдельно дети, отдельно зона для проведения интертеймента, отдельно основной бассейн, который вы видите сейчас. В зимний период этот бассейн подогревается. Выполнен он в виде лагуны, что позволяет, во-первых, разместить большее количество шезлонгов. Это очень важно в пик сезона, чтобы всем хватало мест. Также это позволяет проводить разнообразные спортивные анимационные программы и дать в то же время деткам возможность покататься в аквапарке, не мешая остальным туристам просто плавать и релакснуть. Шезлонги здесь выполнены из ротанга. Видно, что не новые, но достаточно чистые. Из минусов могу сказать, что вот именно рано утром, скажем так, до начала активного отдыха, вокруг шезлонгов были и пятна там от каких-то коктейлей, кофе. И на видео в том числе видно, что между шезлонгами лежали апельсины из коктейлей. Но, в принципе, к 8 утра все было вымыто, вычищено, и уже туристы вышли отдыхать на достаточно таки чистую территорию. В самом дальнем углу этого бассейна есть несколько детских горок. Они не крутые, поэтому вполне могут ними пользоваться как подростки, так и самые маленькие гости отеля. В левой части отеля, куда вы можете выйти как через бассейн, так и через ресепшн, расположен небольшой променад с выходом в основные корпусы с номерами, баром дополнительным, а-ля карт рестораном, магазинами, а также амфитеатром. Магазины здесь на любой вкус. Вы можете приобрести абсолютно все необходимое, начиная с вещей для купания и заканчивая подарками своих родственников. Также есть аптека, если вы привыкли привозить с собой с отдыха какие-то дополнительные лекарства по хорошей цене. В самом конце вас ждет спортзал, достаточно новый, свежий, абсолютно все тренажеры рабочие. Правда, за несколько дней пребывания в отеле мы так и не увидели в нем людей. Поэтому, если вы заядлый спортсмен, весь спортзал будет только для вас. В самом конце территории вы увидите а-ля карт ресторан, а также амфитеатр
в котором в течение дня проводится вечерняя анимация и детские дискотеки. Мест, как правило, хватает абсолютно всем. Огромный плюс, что амфитеатр находится в отдалении от номеров, поэтому вечером в номере вы не услышите лишнего шума из вашего амфитеатра, крика, смеха детей и сможете насладиться спокойным отдыхом и просмотром фильмов. В правой части отеля расположен выход к пляжу, а также к шаттлам, которые курсируют в течение дня без остановки, возят туристов на пляж в отель Sunrise Rimal Beach. На углу здания находится а-ля карт ресторан, который вы можете посетить абсолютно бесплатно. Расскажу об этом обязательно дальше. И спрятан, я бы сказала, огромный детский сад, так как именно в этой части отеля расположена детская площадка, детский мини-клуб, а также дополнительный детский бассейн для самых маленьких крошек. Детский клуб большой, там есть няни, оставлять деток там можно с 3 лет. Если же у вас детки младше, вы можете там играться, но вы обязаны постоянно пребывать с ними. Очень классно, что есть детская площадка с горками, разными качелями и развлечениями, где дети могут выплеснуть свою энергию, но при этом додумали сделать тент, чтобы спасти детей от солнечных ожогов в летнее время. И тут же расположен дополнительный детский бассейн. В зимнее время он подогревается, в летнее время он накрыт от солнца. Здесь маленькое количество лежаков, потому что, как правило, лежат родители, у которых груднички. И хотела бы сказать, что не заметила, чтобы в этой части отеля было очень громко, поскольку детки только маленькие, а старшие дети все-таки предпочитают быть на основном бассейне, принимать активное участие в анимационной программе и кататься с горок. Дорога до пляжа всего 500 метров, что пешком, что на машинке. Она занимает у вас не более 2 минут. Как я уже говорила, шаттлы курсируют постоянно, без остановки, не так, как в других бюджетных четверках Шарма, когда они ездят там раз в 2-3 часа. Очень комфортно можно пройтись по небольшому зеленому променаду. Дорожка пологая, достаточно комфортно проехать, в том числе с колясками. И заметила, что очень многие мамы как раз на этом променаде задерживаются, чтобы сделать несколько милых детских фотографий в пампасной траве под пальмами. Здесь хотелось бы дать вам насладиться шумом моря для того, чтобы точно определиться, что вы сюда хотите. Пляж отеля Sunrise Rimal Resort совмещен и расположен на территории пятизвездочного отеля Sunrise Rimal Beach. Пляж, как и в других отелях Sunrise, уровневый, длинный, протяженностью 700 метров и разделен на зоны только для взрослых, зона отдыха гостей Posh Club, а также зона общая и отдельно небольшой пляж для Sunrise Rimal Resort, где есть как выдача полотенец, так и свой личный бар. Хочу отметить, что здесь очень живой, красочный, яркий рельеф. Сюда даже привозят яхты туристов на экскурсию. Поэтому если вдруг вы хотели взять себе экскурсию
На рифы не стоит переплачивать, все то же самое вы можете посмотреть прямо здесь у себя в отеле. Из плюсов отеля хотела бы назвать стационарный новый свеженький деревянный пирс, на котором есть спуски в воду. Конечно же, здесь каждое утро замеряют температуру воды, выставляют флаги в зависимости от того, какие погодные условия. И есть небольшие сетки, где вы можете позагорать под шум моря. Отель позиционирует себя как такой, в котором невозможно купаться и заходить в воду с пляжа. Но я считаю, что во время прилива есть небольшие бухточки, где вполне себе можно покупаться с самыми масиками до 2 лет. Поднимаясь на второй этаж в холле отеля, вы попадаете в главный ресторан, где сервируются основные приемы пищи, завтрак, обед, ужин, а также поздний ужин после 22:30, который идеально подойдет туристам с поздними прилетами или вылетами, а также для тех, кто задержался на экскурсии. Выбор блюд достаточно большой. Меня даже удивило разнообразие, как для отеля 4 звезд, так как были сделаны и отдельно детский уголок с молочными кашами. Там был и рис, гречка, какая-то вермишель для самых маленьких гостей. Для взрослых всегда есть выбор из кебабов, телятины, курицы, один-два вида рыбы. Один раз даже была утка. И знаю, что раз в неделю проводится ужин, где подаются морепродукты. Салаты все свежие, вы можете их сами замиксовать так, как вам нравится. К сожалению, колбасы, сыры, да, не самые вкусные, обычные египетские, такие же, как в других отелях. Основной ресторан достаточно большой, всем хватает места, очень быстро убирают, сервируют заново все столы. Лично мне больше всего понравилось сидеть на террасе, с которой открывается частичный вид на море и территорию отеля. По времени я бы вам рекомендовала приходить в основной ресторан где-то под конец ужина, так как еду всегда доставляют, но уже будет не так шумно. Вы сможете себе спокойно выбрать блюдо, которое хотите попробовать, и поужинать без лишнего шума и спешки. На территории Римал Резорт есть несколько а-ля карт ресторанов, такие как Гамилия, это ресторан египетской кухни, Элия, ресторан средиземноморской кухни, Мадахар, индийская кухня, также есть ресторан Фрида, мексиканская кухня и ресторан морепродуктов Фелуча, который, к сожалению, сервируется только за дополнительную плату. Остальные же уже входят в ваш all-inclusive. Работают они с 18:30 до 21:30, и каждый из них вы можете посетить один раз за время пребывания. Для того, чтобы записаться в ресторан, вам нужно пройти регистрацию на тачскрине слева от ресепшена. Снеки сервируются только в двух ресторанах. Это ресторан Эля и Фелуча в период с 12 до 17:00. Эти а-ля карт рестораны также входят в концепцию «Все включено» у отеля Sunrise Rimal Beach. Поэтому очередь на рестораны может быть очень большой. Стоит записаться на все 7 дней заранее и продумать это все еще до приезда. У отеля Sunrise Rimal есть 4 бара. Я бы сказала, что основным из них является Sunray Lobby бар. Здесь сервируются напитки 24/7. Здесь же вы можете на экранах посмотреть спортивные каналы. Вечером периодически проводились караоке вечера. Также есть бар у бассейна и бар на пляже. В течение дня напитки сервируются, как правило, до 17:00 в этих барах, а в основном Sunray баре
У вас в All Inclusive включены все местные алкогольные и безалкогольные напитки с 10 утра до 12 ночи. К сожалению, после 12 ночи все дополнительные алкогольные напитки будут оплачиваться. Также здесь вы можете за дополнительную плату купить себе несколько видов шампанского и вина. Ну, если честно, по виду эти бутылки стоят уже достаточно долго, поэтому лучше все-таки съездить в duty free и купить себе что-то там по хорошей справедливой цене. И переходим к самому важному в отеле, это номерной фонд. Здесь он не такой большой, как правило, это стандартные или семейные номера. Стандартные могут быть с видом на бассейн и сад, или же называются Mountain View, но по факту у вас будет просто боковой вид на дорогу, а также на отель Альбатрос и его променад с магазинами. Как вы сами можете заметить по видео, в номерном фонде ремонт проводился косметический, очень поверхностно. Ванная достаточно большая, выполнена в классическом стиле, в принципе, как и было ранее. Вся косметика в дозаторах. Есть наборы там шапочки. Если попросить, вам принесут даже зубную щетку. Но хотелось бы отметить, что и по зеркалам видно, что они достаточно старые. И есть уже прям затемнение, где-то есть пятна. Также ванная сама по себе вроде была мытая, но с какими-то непонятными желтыми пятнами. На унитазе были трещины. То есть при заселении, если для вас это прям супер важно, я бы все-таки советовала сначала отправлять кого-то одного, проверять номер. Если он вам нравится, тогда вы его берете. Если нет, просите, чтобы вам показали еще какой-нибудь номер. В самый разгар сезона, из-за того, что очень большое количество людей, где-то могут в номере не доубрать, где-то не домыть, не дотереть, поэтому тоже стоит сразу оставить $1, чтобы уборщики знали, что вы хотели бы, чтобы было чисто. При этом хотелось бы отметить, что очень классный новый текстиль, абсолютно все гардины, шторы blackout, постельное белье из прекраснейшего сатина, новое, свежее, без пятен, дырок. Есть набор для приготовления чая, кофе вместе с сахаром, сухим молоком. Поэтому тоже вы можете себе позволить посидеть на террасе, если у вас номер на первом этаже, или же на балкончике. Поменяли телевизоры и поменяли также, это видно, оно сразу кидается в глаза, мебель на террасе. Все остальные, сами кровати, столы, там мини-бар, это все осталось от предыдущего отеля. Также вы обратили внимание, что в номере 3 кровати. Вот эта третья кровать, это и есть дополнительное спальное место. Она раскладная, но очень удобная. И что классно, она широкая